Пациент М, 68 лет, жалобы на постепенное снижение зрения обоих глаз, появление тумана, визометрия обоих глаз, счет пальцев у лица. Диагноз выставлен осложненная под вывихом катаракта пятой степени плотности по Бурату. Предварительно был выполнен фемтоэтап, на котором были сделаны роговичные разрезы и фрагментация ядра и передней капсулы рексис. Сейчас вы видите этап имплантации трехчастной интраокулярной линзы. Сначала в переднюю, затем в заднюю камеру. Фиксация планировалась смешанная. Дужки имплантировались в цилиарную борозду, и оптика крепилась в переднем капсуле рексисе. Вы видите, что оптика введена в передней капсуле рексис. Операция завершалась путем наложения роговичного шва на тоннель. Первый день оперировался левый глаз, он по состоянию был лучшим. Через день оперировался правый глаз. Вы видите, что подвывих в данном случае выраженней, и зрачок не имеет возможности проводить операцию в достаточной визуализации. Поэтому поставлены были ирис-ретракторы без подвешивания капсульного мешка. И путем фако-чопа была выполнена факомистификация катаракты. Сейчас вы видите этап имплантации трехчастной линзы через разрез 2 и 4. Сначала имплантируется линза не в капсульный мешок, а в цилиарную борозду. Затем верхняя дужка с помощью разворотного крючка заводится за радужку в цилиарную борозду. И мы видим, что нижняя дужка попала в капсулу, в капсульный мешок. Соответственно, нам нужно ее оттуда вытащить и поставить на место в цилиарную борозду. Для этого используем радужный крючок и шпатель. Вытаскиваем с помощью радужного крючка дужку, одновременно правой рукой поправляем ее и заправляя в цилиарную борозду. Это удается с первого раза. Дальше нужно заправить оптику в капсулу рексис для фиксации всего комплекса